Луис Вирци, как и его отец, был известным вымогателем черной руки и мафиоза. В 1910 году он был арестован за убийство, но свидетели отказались давать против него показания, и с Вирци сняли все обвинения. В 1911 году он был арестован, когда устанавливал самодельное взрывное устройство в многоквартирном доме, где на первом этаже был расположен банк. 1 ноября 1913 года 30-летний Вирци был замечен в компании неизвестного, когда они выходили из салуна в Ист-Виллидж на Манхэттене. Патрульный офицер был неподалеку и видел, как Вирци о чем-то оживленно спорил со своим спутником. Полицейский застыл на месте, когда спутник Вирци неожиданно достал револьвер и выстрелил ему дважды в живот. Как только Вирци мертвый рухнул на землю, спутник произвел третий выстрел, но промахнулся, а затем увидел патрульного и побежал прочь. Офицер погнался за убийцей и дважды выстрелил в него, смертельно ранив. Нападавшего звали Розарио Кокьяро, который совсем недавно вышел из тюрьмы Синг-Синг. Когда его доставили в больницу, он сказал, что был простым чернорабочим и что 5 человек напали на него и отобрали $20, и что он был вынужден защищаться. Но несмотря на ранения, Кокьяро все же были выдвинуты обвинения в убийстве. Вскоре он и сам скончался на больничной койке. На первый взгляд, это было типичным насильственным преступлением, совершенным в итальянских кварталах. Мол, один итальянец что-то не поделил с другим итальянцем, пролилась кровь, и все закончилось так, как и должно было закончиться. Да и действительно, чем оно может быть вообще примечательно, если убийца был фактически застрелен на месте преступления? Это, казалось бы, неприметное убийство так и затерялось бы в истории, если бы не двое людей, которые пролили свет на исторические события, которые разворачивались в то время. Мафиози Сальваторе Клименте, который был информатором секретной службы, и Никола Джентиле, который позже напишет мемуары, оба они подтвердили, что убийство Вирци было лишь прелюдией к кровавой пьесе, развернувшейся на улицах Нью-Йорка, и очень серьезно повлияет на передел власти в американской Коза-Ностре, что запустит волну насилия между семьями в столице американской мафии, которая окончится только осенью 1931 года. И события, о которых будет рассказано в этом видео, были лишь первым актом. Для полноты картины давайте перенесемся в 1910 год. На тот момент в Нью-Йорке уже существовали 3 Боргаты, или семьи. Это семья Лупа, семья Морелло и семья Ди Гаэтано. Была еще одна семья, но она скорее под вопросом, потому что доподлинно неизвестно, существовала ли она в то время или ее признают позже. Первой была семья Лупа, которая вообще на самом деле хронологически была самой первой и старшей из остальных, а также самой многочисленной. Она состояла из палермитане, то есть выходцев из Палермо и прилегающих деревень, а также выходцев из провинции Агридженто и Мессина. Члены этой боргаты проживали в Бруклине и Нижнем Ист-Сайде, а чуть позже и в Бронксе. Возглавлял эту боргату Игнацио Лупа, который до переезда в США был членом мафии района Пальярелли в Палермо. Второй была семья Морелло. Она состояла из Корлеонези, то есть выходцев из городка Корлеоне, что в провинции Палермо. Именно они, кстати, и составляли костяк этой боргаты. А также были разбавлены выходцами из соседних деревень провинции Палермо, как Медзаюоза, Бизаквина, Виллафрати, Маринелло и Пьяно-дей-Гречи. Члены этой боргаты жили преимущественно в Ист-Гарлеме, Верхнем Ист-Сайде, а также в Бронксе. Возглавлял эту боргату Джузеппе Морелло, член мафии Корлеоне, который также в то время был капо дей капи. Третьей была семья Ди Гаэтано. Она состояла из Трапанези, то есть выходцев из провинции Трапани. Костяк семьи преимущественно состоял из таких городков, как Кампореале, на тот момент, кстати, был частью провинции Трапани, а не Палермо, Салеми, Санта-Нинфа и Кастелламаре-дель-Гольфо. Но также были разбавлены выходцами из таких городов провинции Палермо, как Партиника и Рокамена. Возглавлял эту боргату Себастьяно Ди Гаэтано, выходец из Кастелламаре-дель-Гольфо. Четвертая семья, как я и говорил, под вопросом. Она самая таинственная и непонятная, поскольку создает очень много путаницы. Члены этой боргаты проживали в сердце семьи Лупа в Бруклине. И также были палермитане. Но что самое главное, некоторые даже в буквальном смысле состояли в кровном родстве с членами семьи Лупа.
Джузеппе Морелло впервые привлек внимание секретной службы в марте 1899 года, когда перехватили его письмо, отправленное фальшивомонетчиком в Бостон. Уже вовсю по американским городам сицилийские мафиози распространяли поддельные банкноты. Морелло же был арестован по подозрению в распространении фальшивых банкнот, но вскоре был отпущен. В 1902 году впервые было заявлено о его статусе, когда в Бэй-Ридж в Бруклине в мешке из-под картошки было найдено обезображенное тело бруклинского мафиоза по имени Джузеппе Катани, которому перерезали горло от уха до уха. Катания предположительно был членом семьи Лупа. Известно, что Катания был убит, потому что любил выпить и мог сболтнуть лишнее, и что Морелло был одним из 3 людей, кто одобрил это убийство. В 1902 году Игнацио Лупа вместе со своим отцом открыл розничный продуктовый магазин «Рокко Лупа и сыновья». Этот магазин описывали как «самое претенциозное торговое заведение с наименованием товаров, которыми восхищались все окрестности. Лошади и повозки Лупа были лучшими в той части города». Годовой оборот этого предприятия оценивался от 500 до 600 тысяч долларов. Уильям Флинн, глава секретной службы, объяснял, что Лупа вынуждал мелких итальянских бакалейщиков покупать товары только у него, и если они отказывались, то их бизнес был под угрозой. Мафиози из других семей также управляли своими продуктовыми магазинами по всему городу, и некоторые из них считались филиалами сети Лупа. В 1903 году Лупа женился на Сальватриче Тиранова, сводной сестре Джузеппе Морелло. Импортные итальянские продукты питания в магазин Лупа поставлял его зять, Франческо Гамбино, через свою компанию импортных итальянских товаров. В 1903 году Франческо Гамбино отправил партию пустых бутылок из-под оливкового масла братьям Лупа. Бутылки были конфискованы, когда просочилась информация, что таким образом мафиози переправляют фальшивые купюры. В апреле 1903 года мафиози были вынуждены приостановить операцию по подделке валюты, когда в бочке было обнаружено тело Бенедетто Мадонии, предполагаемого мафиоза из семьи Морелло, из-за чего власти вышли на многих мафиози, в том числе и на Морелло и Лупа. А тем временем Морелло и еще несколько основали компанию Ignaz Florio Cooperative Association Among Corleonesi. Компания занималась строительством и продажей недвижимости в Нью-Йорке. В первую очередь, являясь банковской и риэлторской компанией, она покупала и продавала несколько объектов недвижимости, а позже начала строительство собственных многоквартирных домов в Бронксе. Акции компании были проданы итальянским иммигрантам в ожидании дивидендов. Но компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами во время банковской паники 1907 года. Обеспокоенные инвесторы угрожали Морелло, а подрядчики и кредиторы подали в суд на бизнес. Чтобы расплатиться с долгами, Морелло и Лупа возобновили производство фальшивых банкнот. Примерно в то же время, как у Морелло начались проблемы, Лупа начал всерьез давить на малый бизнес, используя свою продуктовую оптовую сеть, увеличив законную выручку и сумев избавиться от части фальшивых банкнот. В 1906 году у Джона Бацуфи, успешного банкира, похитили сына с требованием заплатить 20 тысяч долларов. Мальчику удалось бежать, и он даже сумел идентифицировать Игнацио Лупа как своего похитителя, но того вскоре отпустили из-за отсутствия улик. В конце ноября 1908 года Лупа сбежал из города, задолжав около 100 тысяч долларов своим кредиторам. В то же время по городу начали закрываться итальянские продуктовые магазины, 6 в Бруклине и 11 на Манхэттене. Власти сразу же поняли, что столкнулись с организованным банкротным сговором. Суть сговора заключалась в следующем. Лупа и его партнеры-мафиози взяли у банка суды на развитие своего продуктового бизнеса, и эти деньги невозможно было взыскать по причине того, что они, как и Лупа, либо сбегали из города, либо отказывались от своих подписей, прикидываясь простодушными и малограмотными иммигрантами. Одним из таких был Карло Костантино, член семьи Ди Гаэтано, который сразу, как только признал себя банкротом, сбежал на Сицилию. Его бизнес-партнером был другой член семьи Ди Гаэтано, Антонино Пассананти. На тот момент власти всерьез взялись за Морелло и Лупа,
и их фальшивые банкноты. И главным человеком, который должен был представить их к ответу, был знаменитый лейтенант Джо Петрозино, глава полицейского отряда, расследующего преступления в итальянских кварталах. В начале 1909 года Петрозино был отправлен в Палермо с миссией раскрыть связь между сицилийскими и американскими мафиози. 12 марта 1909 года он был застрелен. Его непосредственными убийцами считаются Карло Костантино и Антонино Пассананти из семьи Ди Гаэтано. Позже Морелло и Лупа были арестованы, а в доме Морелло была найдена корреспонденция с мафиози из других городов, в которой говорится о высшем правящем органе американской мафии. Лупа, Морелло и 6 их сообщников предстали перед судом в январе 1910 года. Суд завершился 19 февраля, когда все 8 обвиняемых были признаны виновными в фальшивомонетничестве. Игнацио Лупа получил 30 лет тюрьмы, а Джузеппе Морелло – 25. Сообщается, что Джованни Лупа, брат Игнацио, потратил $65 тысяч на адвоката и также пытался добиться пересмотра дела Верховным судом. Также Себастьяно Ди Гаэтано, босс семьи Ди Гаэтано, был арестован за похищение 8-летнего Джузеппе Лонго и 7-летнего Майкла Рица за выкуп, и якобы это тоже было связано с освобождением Лупа и Морелло. Он вышел под залог, а вскоре и вовсе была правда. Как бы то ни было, но основная часть фальшивых банкнот все еще была в обращении по всему городу, а еще некоторые были спрятаны в продовольственном магазине Морелло. Боссы 2 семей попали за решетку, а их прибыльная и масштабная операция по подделке валюты теперь была сорвана. И именно отсюда и начинается главное повествование. В 1910 году, когда Лупа, Морелло и остальные были приговорены к огромному сроку, состоялось собрание Генеральной ассамблеи мафии в Нью-Йорке, чтобы понять, что делать дальше, потому что 2 боссов семей Нью-Йорка были за решеткой, причем один из которых был вообще капо дей капи. Себастьяно Ди Гаэтано, босс семьи Ди Гаэтано, был избран временным капо дей капи. Джованни Лупа, брат Игнацио Лупа, был назначен временно исполняющим обязанности босса семьи Лупа, а Джованни Пекарара был назначен временно исполняющим обязанности босса семьи Морелло. Пекарара родился в Пьяно-де-Гречи и был в очень тесных отношениях с семьей Морелло, особенно с его сводными братьями Тиранова. Он также участвовал в бакалейном сговоре Игнацио Лупа и был очень уважаемым мафиозо в Нью-Йорке. Сальваторе Клементе говорил, что Ди Гаэтано участвовал в делах семьи Морелло на правах капо дей капи. Например, когда запретил им сбывать оставшиеся фальшивые банкноты. В феврале 1912 года состоялся еще один съезд Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Поскольку уже было понятно, что осужденным боссам не удастся обжаловать свой приговор, руководство семей было официально переизбрано. Новым официальным боссом семьи Лупа был избран 39-летний Сальваторе Тото де Аквила из Палермо. Боссом семьи Морелло был избран 29-летний Фортунато Ломонте по прозвищу Чарльз. Он был родом из Виллафрате, что в провинции Палермо, и прибыл в страну еще подростком. В 1903 году он женился на дочери Корлеонезе. Ламонте жил буквально по соседству с Морелло и в некоторых документах даже указывал, что они родственники. Фортунато владел магазином кормов для животных, который обеспечивал лошадей по всему Гарлему. Он также работал с Джозуэ Галучи, неаполитанским каморристой, который оперировал в Гарлеме. Также список новых боссов пополнил 32-летний Манфреди Минео, который был избран боссом той злополучной таинственной 4-й семьи, про которую я упоминал ранее. Минео был самым интересным из этих 3 новоизбранных боссов. Он принадлежал к мафиозной аристократии и был членом мафии района Резутано в Палермо. Его сестра вышла замуж за Антонино Грило, такого же влиятельного члена мафии Резутано, который занимался международными морскими перевозками. Брат Минео, доктор Карадино, был профессором математики в университете Палермо, который женился на дворянке из Мессины. Сам же Манфреди был женат на аристократке из Рима.
Он прибыл в США 9 мая 1911 года вместе со своим зятем Антонино Грилло. Вместе с ними был Матео Арриго, который контрабандой провозил печатные формы для их операций по подделке валюты в Джерси. 13 июля секретная служба совершила рейд на их подпольную типографию, которой руководил Кармело Кордаро, ранее работавший с Морелло и Лупо, и который скупил у них оставшиеся банкноты. Минео позже был арестован в Солуне. Он признался, что был знаком с Кордаро, но на этом дело и закончилось. Итак, спустя месяц состоялся очередной и финальный съезд Генеральной Ассамблеи, который стал решительным. Было решено заменить Себастьяно Ди Гаэтано в качестве капо дей капи, потому что, по словам информатора, он потерял самообладание. Неизвестно, что это значило, но состоялось голосование. Во-первых, собрав большинство голосов среди членов своей боргаты, становится 39-летний Никола Скира, мафиоза из Ракамены, провинция Палермо. А новым капо дей капи большинством голосов всех присутствующих был избран Сальваторе Тото де Аквила. И именно с этого момента начинается развитие событий. Чтобы понять соотношение сторон, посмотрим на стенограмму прослушки за Стефано Магадино в 1960-е годы, босса мафии Буффало. До переезда в Буффало Магадино был членом боргаты Уильямсбурга и был принят, когда ее боссом был Никола Скира. На этой записи Магадино, вспоминая ситуацию в Бруклине в те годы, упоминает Фортунато Ламонте в лучшем свете, сказав, да упокоится его душа. Это доказывает, что две боргаты были в очень хороших отношениях. Но это также наводит на еще одну мысль. Ламонте был избран боссом семьи Морелло, когда Себастьяно Ди Гаэтано был капо дей капи. И тут возникает вопрос, это произошло с подачи Ди Гаэтано или же нет? Вскоре секретная служба заметила, что Минео и Томас Ламонте, брат Фортунато, вместе путешествовали по городу. Было очевидно, что те работают сообща. Но над чем? 1 ноября 1913 года, как говорилось в начале ролика, был убит мафиоза Луис Вирци, чей отец, кстати, был каподичиной в семье де Аквила. Кстати, может быть, что настоящей целью был его отец. Но как бы то ни было, но это убийство осталось без внимания секретной службы. 4 ноября 1913 года, спустя пару дней после убийства Вирци, был убит Джузеппе Фонтана, очень влиятельный мафиоза. Фонтана был предполагаемым боссом мафии Виллабате, провинция Палермо, в конце 19 века. В 1893 году он был одним из двух убийц, которые зарезали в поезде Эммануэля Нотарбартола, политика и банкира, который полез в дела мафии. В 1902 году Фонтана получил 30 лет за убийство, но в 1904 году был оправдан из-за недостатка доказательств. В 1905 году он переехал с семьей в США и жил неподалеку от Джузеппе Морелло. И убийство такого человека точно не осталось без внимания секретной службы. Через пару дней информатор Сальваторе Клименто предоставил информацию. Он не знал, почему был убит Фонтана, но сказал, что инициатором был Минео, которому помог Ламонте, и что Фонтана был членом семьи де Аквила, предположительно каподичиной. Клименто также подтвердил то, о чем догадывалась секретная служба, что семьи работают сообща. Но Клименто только дополнил, что три босса работают сообща против Сальваторе де Аквилы. На момент убийства де Аквила и Никола Скира были на Сицилии. 25 ноября 1913 года произошло еще одно убийство высокопоставленного члена семьи де Аквила. Джузеппе Фонаро был родом из Карини, провинция Палермо, а его отец был влиятельным мафиозо в Палермо. У Фонаро был кузен Исидоре Крочевера, тоже влиятельный член семьи де Аквила. 25 ноября 1913 года, когда Фонаро шел по улице, трое неизвестных схватили его, затащили в переулок и расстреляли. Сальваторе Клименто был вызван в офис секретной службы на следующий день и сказал, что Фонаро был убит по приказу Минео, и что его убили люди Минео и Фортунато Ламонте. Интересно также то, что убийство Фонтаны и Фонары произошло буквально с небольшим отрывом друг от друга, и что их родственники и земляки позже станут членами семьи Минео. Судя по всему, но после убийства Фонары боевые действия прекратились, и было созвано собрание Генеральной Ассамблеи, где было достигнуто перемирие.
Это кажется единственным разумным объяснением, потому что между убийством Фонары и следующим пройдет целых полгода. 23 мая 1914 года Фортунато Ламонте, когда шел недалеко от своего магазина, был расстрелян из переулка в спину. Когда Климента вызвали в офис секретной службы, он сказал, что ни он, ни его Боргата вообще никто понятия даже не имел, кто стоял за убийством их босса. Это еще раз нас возвращает к тому, что ранее было достигнуто перемирие. Но только спустя полвека вскроется правда. Никола Джентили в своих мемуарах писал, что за убийством стоял Де Аквила, который перемирием усыпил бдительность своих врагов. В убийстве Ламонте принимали участие Акурзио Ди Мино, Умберто Валенте и Джо Бионде. Валенте, кстати, был другом Джентили. Примечательно то, что они не были палермитане. Ди Мино был из Агридженто, а Бионде и Валенте из Мессины, и все они оперировали на Манхэттене. И скорее всего Де Аквила не случайным образом подобрал такой отряд. На первый взгляд кажется, что это максимально глупо не подозревать во всем этом Де Аквилу, поскольку это действительно очевидный подозреваемый. Но правила мафии не так устроены, что ты можешь просто так кому-то выдвинуть обвинение без каких-либо доказательств. Перемирие было достигнуто? Было. Если бы Де Аквиле и предъявляли бы что-то, то он бы просто все отрицал, и никто не мог бы это опровергнуть без доказательств. А Клименто сам сказал, что их Боргата понятия не имела, кто стоял за этим. Следовательно, то и по протоколу мафии Де Аквила к этому не причастен. После убийства Ламонте костяк его Боргаты переместился на 116-ю стрит. После убийства Ламонте наступает затишье, которое длится больше года. Судя по всему, Де Аквила решил выждать. 7 октября 1915 года Ипполито Греко, предполагаемый босс семьи Ламонте, был убит в дверях своей конюшни. Греко был мафиозо из Корлеоне, который владел салуном. На него работал будущий босс Гаэтано Рейна. В 1914 году по приказу Греко был убит богатый еврейский куровод Барнет Бафф. 13 октября 1915 года, меньше недели спустя убийства Греко, Томас Ламонте, он же младший брат покойного Фортунато, был расстрелян неизвестным, который подошел сзади, когда Ламонте разговаривал со своей кузиной Роуз, и открыл огонь, также выстрелом в грудь ранив девушку. Ламонте перед смертью отдал кузине свое кольцо, чтобы та передала его матери. Полицейские буквально сразу же арестовали 19-летнего Антонина Импелуза, который во время ареста прятался от полиции под кроватью. На суде выяснилось, что он был знаком с людьми, связанными с семьей Де Аквила. Во время показаний он постоянно лгал, из-за чего его и признали виновным и казнили на электрическом стуле в 1917 году. Хотя до сих пор неизвестно, видел ли он вообще когда-либо вживую Ламонте или его просто подставили. С устранением Ламонте и Греко, а также с бегством оставшихся их приближенных на 116-ю стрит и Бронкс, Де Аквила отныне фактически подчинил себе Ист-Гарлем, то есть главную территорию семьи Морелло. Но как бы то ни было, устранив своего политического врага, а именно костяк семьи Морелло, Де Аквила теперь был на шаг ближе, чтобы контролировать семьи Нью-Йорка. Он выучился на своих ошибках и теперь прекрасно понимал, какой ценой дается власть, особенно, как легко ее потерять. Поэтому теперь он не будет таким беспечным, а даже наоборот. Он всячески будет пытаться упрочить свое политическое влияние. Из-за чего вот эта вот небольшая первая война станет только разогревом для предстоящего конфликта за политическую власть над американской Коза Нострой.